приветствуем вас на канале Раисы Греченко, дача, сад, огород, цветы. Смотрю, уже перецветает картошечка, некоторые кустики, вот. Значит, можно посмотреть, что там уже и как там у нас. Проверка идет. Вот, что у нас тут под кустиком. Смотрите, вот какая у нас прелесть, да? Вот уже сейчас выйдет из знака Близнецы Луна, и нужно будет обязательно включать капельное орошение. Видите, лента с одной стороны и лента с другой стороны. И так у нас вот перецвели вот эти растения. Сейчас посмотрим. Видите, там, где вот такие вот в земле дыры, здесь картофель должен быть хороший. Ну вот сейчас капельное орошение, видите, даже на этой держится, поддерживается, чтобы именно под кустик поливалось. Так, это мы пока отложим. Ну и попробуем выкопать и посмотреть, что у нас тут под кустиком есть. Молоденькая совсем картошечка. То есть она вяжет. Видите, земля влажная. Это хорошо. И сколько завязи? Завязи много. Теперь как раз нужно обязательно очень хорошо поливать. Земля не должна быть сухой. Не допускаем, чтобы земля была сухая. Вот такая есть картошечка. Просто надо выкопать здесь этот кустик. Вот так вот. Видите, мы ж насыпали столько гряду земли. Вот такие картошины у нас есть. Можно просто вот так вот, как мама говорила, пить порпутували. А картошку оставляла, потому что, видите, картошки еще тут есть, завязывается картошины. Поэтому их можно дальше, мы корень не повреждаем. И вот таким образом. Ну вот это я просто хотела показать одно растение, что очень много завязей. И очень важно сейчас, вот это холодно было, сейчас вот погода уже более-менее устаканивается, успокаивается. Можно вот им выкормить вот эту картошку, значит нужно хорошую подкормочку давать именно для картофеля. Вот мы это и сейчас делать будем, когда начнется уже растущая луна в знаке. Вот. Какой знак будет дальше у нас? Это знак воды, и мы сможем уже дальше делать и подкормочки. Ну, мелкие. Сейчас пойдем еще другой сорт. Это у нас Каррера. Посмотрели здесь, знаем, что нам нужно. Видите, земля влажная, но не сильно. Я думаю, что нужно будет обязательно снова поливать. Пойдем мы посмотрим еще Evolution, которая пораньше у нас. Идем, что у нас покажет себя Evolution. Ранний сорт у нас. Так, что мы имеем? Evolution. Да, это и мы поливаем, а земля какая? Вот она, мелкая. Она практически только начала расти. О. Это у нас Evolution. Да, неплохо. Количество есть. Сейчас я уже этот кустик выкопаю полностью. Вот сколько ее. Довольно-таки неплохо количество. Но вот сейчас очень важно и полив. Завязь есть. Вот. Смотрим дальше. Да, завязалась хорошая картошка. Теперь вот самое вот это в картофеле не хватает выдержки вот эти поливы наблюдать у многих. У меня тоже раньше такое было. Ну вот есть. Сейчас я думаю еще здесь подсмотрю, что у нас внизу. Evolution. Видите, в основном вот она вся эта картошечка. Вот. Вот она такого размера. Чуть меньше куриного яйца, как куриное яйцо. Ну, в общем, мы собрали для того, чтобы небольшой соус, попробовать первую картошечку. Вот. И изучили ситуацию, что у нас здесь. А здесь у нас закладка хорошая.
а воды нету. И вот наша задача сейчас будет интенсивно, хорошо поливать. Это очень важно. Поливы. Вот. Хорошая картошка. И сейчас подкормка и поливы. Вот это главная задача. Поэтому посадили, как когда-то, выкопали потом, там пару раз посыпали. Этого нету сейчас. Сейчас нужно обязательно вот это следить за картофелем. Первый соус, первый картофель для соуса у нас собран. И сейчас будет соус. А картофель тем временем цветет и требует полива и подкормок. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.